Это реклама препарата Кагацел, без преувеличений и двойных смыслов. Ведь он уже с первых суток приема начинает снижать выраженность симптомов гриппа и ОРВИ, независимо от типа вируса, и помогает сокращать длительность заболевания. Поэтому Кагацел – высшая противовирусная мера. А это упаковки Кагацел. Вы легко можете найти их в аптеке. Пошли кроликов посчитать. Не хватает. Нашли, бегает вокруг сарая. Мы ее загнали. Загнали назад. Сарай опять выбежала. Не хочет идти домой спать. Иди спать. Павлин на дереве. А это вот под деревом. Я ее ловлю, назад заношу. Он опять бежит сюда. Найда ночью перепутает, поймает тебя, будешь знать. Доброе утро, и вы на Черничном хуторе. Утром проснулись. На улице только ночевал павлин и 2 утки. Еще ж ночевало 3 собаки и 3 кролика на улице. Пошли посмотрим, или они их не задрали. Сюда они не заходят. Найда там целую ночь сторожит возле овец. Пошли, значит, они в дровнике. Следов собачьих нету. Это хорошо, это значит, уже они их не сторожат по ночам. Кролики. У тебя один там? Нет у меня никого. У меня 2. Подожди, есть тоже 3 у меня здесь есть, да. Вот он. Есть, да. Сидят. Что жует? Ну. Пошли, зайка, гулять. Идем. Молодец, что ночью не выходили. Потому что Найда, что ее знает, что у нее в голове. Вообще может придумать дверку. И на ночь они зашли, их закрыть. Утром пришел, открыл. Тогда, может, и мы будем спать спокойнее, да? Пошли гулять, идем. И все-таки вот эта вот первая наша крольчиха, она такая самая нежная. Она меньше всего боится. Может, те такие же станут? Но это вот она сидит, жует, не царапает тебя. Дик, фу. Булька нельзя. Нельзя булька. Булька. Чего не кусаешь? Найда, ты чего меня за руки кусаешь, а? Не кусайся ты. Надо как-то проследить, куда белая индюшка пойдет нестись. Она несется полным ходом где-то в лесу. Айда здесь всю ночь лежит. Закопала вот кусок сала, мяса в солому и лежит целую ночь охраняет. Да, Найда? Ах ты.
А этот уже так не сидит, этот пытается вырваться. Такой боязливый какой-то. Или наоборот. Шерсть интересная, как будто его постригли. Покажи зрителям, какая у тебя грудка. Ну, нет. О, какой беленький. А шапочку? Шапочка рыженькая, вот. Не бойся. Не хочет он себя показывать. Ты боишься, что ли? Не бойся. Ушки маленькие такие. Иди к подруге своей, иди. Иди. Пчелка. Что, ты на меня хочешь запрыгнуть? Ну прыгай, давай, давай. Оп, давай. Ну иди. Давай, прыгай, прыгай. Прыгай. Прыгай, разрешаю. Давай. Чуть-чуть боюсь, конечно, лучше так прыгай. Давай здесь так. Щелку. Давай, вот сюда, на это плечо. Давай. Давай. Разгоняйся, давай. Что-то хочет спереди. Ну давай сюда, и ладно, давай. Давай. Ты молчи, это он думает, что ты не даешь. Сбоку не хочет запрыгивать. Разговаривает, подошла, попросилась, такая, ну давай, давай, напрыгну с тебя, становись. Я говорю, давай бочком. Нет, давай ровненько. Расходите. Звонили только что, может быть, сегодня приедут, барашка заберут. Очень надеюсь на это. Так его не хочется резать. Валя баранину не ест, ты вообще не хочешь с этим заниматься. Ну, овцы сразу же побежали доедать за свиньями. Смотрите на белку. Белка ж не овца, она сразу же пошла к источнику еды. Сразу же вылизывает котел. Челка, беги. Не дает пить, кусает. Посылка, осторожно, хрупкая, Санкт-Петербурга, получается, Татьяна, Соколова Татьяна. Это, наверное, 4-я посылка, которую нам Татьяна высылает. Ну,
И она всегда такие вот какие-то вот такие полезные подарки делает. Сейчас вот даже не знаю, то душ, то кран, потом опять кран. Да? Да. Что сейчас будет здесь? Нам мойка нужна. Складная, да? Ты, Ваня, как думаешь, что там будет? Я думаю, опять конфеты. Очень много конфет. А я думаю, не конфеты. Она не такая. Всё. Ну, может быть, чуть-чуть конфет. Так, чисто, чтобы переложить в пустое пространство. Да. О, не, конфет есть. Вот видишь, как же без него? Слушай, сколько их видов вообще? Сколько видов тех Аленок? Ладно, но это только Ваня, это твоя любимая шоколадка. Очень любимая. О, смотри. Ого. Шоколадка с перцем. Я такого никогда не видел. Видишь, ты удивляешься. Сейчас будем есть. Это у нас что? Полотенце. Полотенце махровое. Так, вот махровое полотенце. Дальше. Вот эти штуки какие-то очень... Вот очень сильно замотаны. Давай их на потом. Вот здесь что-то хрупкое будет. Вот это, наверное, самое важное в этой посылке будет. А остальное вот так переложили, чтобы это хрупкое не разбилось. Я что говорил? Очень много конфет. Что еще? Нам сейчас очень сладкие посылки шлют. Я устал. Ну ладно, силу воли можно с одним сникерсом вот так вот вырабатывать. Ну когда их столько много. А я не ем. Ай, ужас какой тлистый. Ну ничего, зато нас друзья будут любить. Вот. Вот есть темный шоколад, смотрите, большой шоколад. Но я это пока по шоколадкам. Там дальше уже сейчас будет по... Смотри, еще какая Аленка с фундуком огромная вообще. Гигантская Аленка. Волю орехов. Все, теперь пошло. Ура. Смотри. Магнитик? Санкт-Петербург. Опять Санкт-Петербург. Я бы поехал бы когда-нибудь, Валентина, например, даже на рыбалку через Санкт-Петербург. Летом. Было бы круто. И вот это что, я не знаю. И Может, вот, это кофта такая? и вот это что, я не знаю. Итого, у нас сейчас 4 вещи, которые я не знаю. Вот. Тут Ты знаешь, бандаж Я знаю. пояснично-крестовый отдел. Давай, доставай. ты, Валентина, это чтобы спина не болела. Да. Да. А как чего? Это нам выслали, чтобы нам не болела спина, потому что мы таскаем воду, еду свиням. Это, короче, медицинская вещь. Это у меня Да. такой раньше был. Вот, смотри, это берешь вот так вот. Смотри, я сейчас покажу. Я умею им пользоваться. Вот. Смотри, берешь сначала предварительно, например, да? Вот. Делаешь, оп, втягиваешь, а потом еще, Этим Тебе затягиваем. побольше, а тебе потом еще раз так, оп, оп. Всё, О. и ты уже ровненький такой идешь такой. Типа культурист. Ну да. А это мать. Да, я очень долго похожу, когда мне болит спина. Вывод не ходы никуда. Вывод не ходить, да. Вот это бандажик такой. Тебе такое, а мне такой. А, так. Оп, Спасибо большое. оп. А это маме? Да, Да. он маленький. Ну это такой же самый, все такой же принцип, да. Переживают, видишь, за нас. Ну да, это если болит спина, можно даже лежа надеть и пошел. Хорошие. Лежа, может, еще и удобнее, больше зажмешь. Хорошие вещи, да. А здесь, как вы думаете? Ну, кружка, что еще может быть, нет? Что-то стеклянное. А я что сказал, что мне такая кружка нравится? Какая? С ободком черным.
Я не знаю. Сейчас покажу. Интересно. Но мне так кажется, что это она. Кружка какая-то. Да. У нас одна есть. И вот будет еще 2. Подожди. Она металлическая. О, Будем не чай пить. Санкт-Петербург. Вот. Синим ободком. классно. Осенний Петербург называется. Кружка лучший подарок. Мы пьем с тобой с пластмассовых невкусный чай. Мы будем с этих пить чай. На рыбалках? Да. Там еще. Кстати, когда вот это вот я распаковывал король рыбалки, я такой, это моя. А подписчики, зрители написали, так Валя, это ж Валя на король рыбалки. Вот смотри, они даже по размеру одинаковые. Точно? Наши рыбацкие кружки. Нет, это чуть побольше. Валь, Еще одна такая. если здесь тоже кружка, Тоже круто. поедешь с нами на рыбалку. Если нет, будешь все лето на хозяйстве. Поеду. Нет, сейчас вот что... Скажи, я с пластмассовой буду пить, Да. да? Что здесь будет, так от того и зависит твоя судьба. Будешь кроликов тут разводить, поправлять там, чтобы все у них получалось. Поезд с дедом оденете, вдвоем и пошли. Не, кружка будет. Не кружка. Кружка. Видишь, как тебе повезло. Ой, она еще такая цветная. А это тоже Санкт-Петербург. И тут по-другому будет название. Тут будет Санкт-Петербург. Панорама Санкт-Петербурга. Вот. Все. Можно заявить. Все, мы уже готовы, можно выезжать. К рыбалке. Нам бы еще лодку с мотором. Уже точно можно выезжать. Татьяна, спасибо, порадовали. Спасибо Спасибо. большое. Да, дайте веревки. Все, малыш. Дик, нельзя. Здесь тебя ничего уже хорошего не ждет, а так будешь бараном в стаді. Що, Діма, Дім? А як їх зв'язати? Що? Сегодня Гриша опять самый главный баран. Вот так потихонечку всех овечек продадим и кроликов заведем. Все, не Гриша, что-то в этом году у нас много овец, что-то мы мало продаем, много покупаем. Надо сбыть просто. Февраль, плюс 10. И дождь идет реально как летний дождь. Удовольствие просто. Хорошо, что мы живем в Бресте вообще. У нас план сегодня посадить в теплице редиску. Но чтобы посадить, надо все вынести, скопать обязательно с навозом. И тогда у нас еще будет весь март, она вырастет, весь апрель мы ее едим. Как всегда, еще на свой день рождения мы еще едим. В мае много редиски собираем. И в мае тогда садим сюда помидорчики. Тогда 2 урожая за год соберем. Куда идешь? Не, сюда нельзя. Нельзя, закрыто. Белка. Закрыто, тебе сказал. Ведь от нее надо обязательно на замок закрывать. И то она может скрыть. А вот же у нас еще грядка чеснока.
Мы посадили его на зиму. Выходит чесночок, все нормально. Вот. Как два ногтика такой сейчас. Привет. Внутрь заезжаем. Что ж так жарко у нас сегодня, а? А сетку когда вы вот эту натянете? Так еще нет солнца. Я не знаю. Я еще не копал. Вот дерна. Зимой надо было в теплицу снег накидывать, а нас не было. Получается, влажная земля только возле поликарбоната. А вот здесь по центру пух какой-то. Надо все-таки подключать воду. И чтобы она хорошо пролилась, а то ничего не вырастет здесь. Тяну шланг, да? Да. Зиму шланг хранился в маленьком нашем курятничке. Кстати, этот курятничек и хорошим бы крольчатником был бы. Но пока наши кролики бегают вообще по свободе, собаки их не трогают. Особенно крольчиха с веслоухими ушами круглосуточно бегает. А те двое боятся, пока вылазят. Рексы. Вроде шланг какой-то раскидываем, но это так по-весеннему. Так, ребята, все хорошо. Смотрите, до прошлогоднего максимального уровня воды осталось 3 сантиметра. 3 сантиметра. Все-таки дождики идут не зря. А вот это вот муть. Это всего лишь от 2 уточек. Я думаю, в этом году не последний год здесь. Даже 2 что наделали. Это даже 2. Ну, они не дадут развиваться этому пруду. Это амуры там на дне шурудят. Свиньи берега подрывают. Утки прям возле берега. И получается не пруд, а канава какая-то. Какой-то карьер. 11 градусов. И будет сегодня еще теплее. Все овцы уже поели, отдыхают возле дома. Но только белка с хозяевами следит, чтоб, может, калитку забудут закрыть. О, так вам мало уже осталось. Да, сейчас доделаем, пойдем чай пить и разденемся. Потому что мы в 2 штанах по привычке, как зимой. А на улице так тепло. Плюс 11. Аж уже плохо становится, но. А что вам кушать сделать? Вот тебя пока не было, я Ване говорю: Вань, давай пиццу приготовим. Он говорит: нет, говорит, не хочу.
Хочу худеть. Худеть хочу. Начитался, наверное, комментарий в этих шутах. Там кто-то тебе писал, что ты жирненький. Ты уже не жирненький, уже можно пиццу. В общем, я раньше страдал, что Ваня каждый день пиццу ел. Теперь я страдаю от того, что, блин, Ваня не хочет пиццу уже есть. Поэтому, Валентина, идешь в морозильную камеру, вот какое мясо вот приглянется тебе, что найдешь, ты готовь. Что хочешь это? А если кости найду? Я, кстати, люблю кости погрызть, самое вкусное мясо. И я люблю кости, а Ваня не любит кости. Да он не хочет кушать. Я не голодный сегодня. Дима, я кое-что нашла. Ну что там? Печень нашла. Индюшью или утиную, не знаю чью. О! Это тема. Помнишь, мы когда-то ели с тобой этот в ресторане фуагра? Ну там надо подожди, там надо гусиная, откормленная печень, такая большая белая. Ну и это с такой пойдет. У нас все равно будет домашняя. Сделай фуагра. Там она легко делается вроде бы. Там подожди, что там? Ее обжарил, меда добавил. Не меда, там ежевичный что-то сладенького добавил. Должен быть. И это вот там вообще готовится легко, и вот тебе блюдо высокой кухни. Угу. Потому что у нас чуть-чуть. У них, слышишь, эти гуси откормленные принудительно, а он на сутки откормлены на свободе. Так что будет одно и то же. У нас полезнее печень, чем там. Давай, готовим. Давай. Сколько навоза пошло? 4 или 5 тачек? Сейчас включим, пускай хорошо прольется, и тогда уже грядки сделаем, да? Угу. И посадим. А когда хорошенько промочила, тут настоящий чернозем. Ну все, уже достаточно, можешь выключать. Выключаю. Пусть подсохнет, и через пару часиков можно садить будет. Пока, Ваня, ты здесь, то разберем этот домик. Ну как разберем? Вынеси все с него. Без тебя я могу разбирать. А вот кровать я не вывезу. Туда, в самый конец все-таки. Это может, давай, знаешь, сюда за стекло положим, потому что гараж переполнен такими крупными вещами. Сюда за стекло неси. Печки-лавочки молодцы. Привозили сюда кота с какой-то едой хрустящей. Мыши всю зиму ее ели. А мы думаем, откуда мышей у нас столько здесь много? Что они тут едят? О, смотрите, прикол. Вот это у нас висело в доме. Давайте чкалам будем, пускай дома у них тоже висят. Это же олени.
О, это легендарное вообще. Все? У кого фотографии в детстве напротив оленей таких? У меня есть. Становись. Саня? Становись, Становись, сделаю фотографируйся. фото. О, на этом еще можно будет на улице готовить нам. А летом пускай постоит. А на зиму попилю, да? Ходави. Шашлыки готовим иногда. Что там, мыши? Нету ничего. Валь, у меня есть к тебе очень серьезное предложение. Какое? Только скажи, что ты согласишься. Ну, соглашусь. Потому что смотри, какая ситуация выходит. Эту кровать, здесь надо ее болты стягивать, этот час. Потом Юрия завези, он скажет, я болты потерял, поэтому не собрал. А так я сейчас с обратной стороны вот так вот бензопилой проделали, кровать вынесли, Юрия завезли, Юра, о, спасибо, что целую привезли. А как ты ее целую всунешь? В прицеп? Да. Ну, так стоя поставим, а Ваня в прицепе съездит, немножко проедется. Нормально, доедет. Мне кажется, ее нужно складывать. Не надо складывать, понимаешь, мне складывай, потом раскладывай, потом Юре складывай. А так, пустое. Всё. Ох, ты любишь все спалить, поломать, вот это тебе в удовольствие, да? Мне так и так пилить его. Зато сегодня печку дома натопим. О, молодец, значит, раз ты так сказала, значит, ты уже согласилась. Снимай шторы, чтобы я здесь не напылил. Давай. А помнишь, как мы этот домик клеили? Когда мы заливали полы в доме, вот, мы здесь жили. Я тебе скажу, счастливые такие ночи моей жизни. Мне здесь очень нравилось спать. И мне тоже. Здесь я много раз примечал. На домике на дереве ты хоть раз ночевал? Ничего. Да? А мы нет. Мы ни разу. Может, там тоже круто. Но здесь нам очень нравилось. Летом. Мы здесь жили в этом домике, да? Слушай, ну я думаю, тюли, шторы им тоже пригодятся. Но им пока не даем, им же ложить некуда, да? Да, давай в пакет все сложим, потом... Пока у себя похороним. Вот карнизы можно им занести. С ними ничего не будет. А шторы тюли могут у них там тоже мыши погрызть. Да, мы здесь тоже силы вложили. Помнишь, Валь? На потолке клеили здесь обои. А вот эти вот цветные ходили, выбирали. А я не помню, мы, наверное, еще видео не снимали, ролики, наверное, не снимали, когда это клеили с тобой. Да? Вы помните, когда? Я не помню. Зрители тоже, наверное, не помнят. Нет, наверное, вот это. А вот это наша мама сшила, вот это вот, да? Тоже вот это вот. На швейной машинке все мы и померили. Да, скорее всего, мы тогда еще видео не снимали, когда этим занимались домиком. Значит, ты вместо этого домика должен поставить новый домик. Нет, так я же поставил дом на дереве. Все, дом на дереве и гараж. Вот вместо этого домика и мастерской. Вот животным осталось только построить, и все. Все у нас построено уже. Если мы в дом на дереве не ночуем, то здесь тем более не будем ночевать. В дом на дереве мы не ночуем только потому, что всегда в работе. А там нету интернета, и поэтому там видеоролик не смонтируешь. И мы уже привыкли в своей спальне. Ну, надо когда-то себе выходной все-таки устроить. Когда будут петь птички, Да, пойти туда и переночевать. и мы там поночуем. Как получается, как в гостинице. Да.
сюда, давай сюда к стенке. Давай. Занизил на 5 сантиметров, чувствую спинку кровати отпилил. Пошли посмотрим. Нет, все нормально. Да? Вот, смотри, остался сантиметр. Вот. Надо чуть отодвинуть. Ну вот. Почему мы его не восстанавливаем, теперь лучше всего видно. Потому что это летняя будка. Видите? Утепления между шалевкой и ДСП нету вообще. Вот. Да, тут же не жили, тут кушать готовили чисто свиньям Ну. на этой печке. Животным. У меня все. Давай ломать со всей силы. Давай. Если Валентин приедет, то скажем, уже не угловое окно, хотим полностью все фасадное сделать окно. До пола, да? А это мышиное гнездо было, да? Ага. Ну да, им тут было хорошо бегать. Тут и мухи, смотри, сколько мух. Угу. Здесь им было утеплитель не положен, поэтому они тут жили в удовольствие. Вот это дрова у нас сегодня будет. А это что у нас, как тут вынесем, Вань? Может, еще пили выше? Еще чуть-чуть. Сейчас Сверху. давай это чуть-чуть. Слышь, ну собаки сегодня уже кайфанут. Подумают, вот это будку нам хозяин завалил. Мы от него такого не ожидали. Поднимай. Мне уже нет. Надо, чтобы кто-то ехал внутри. Ты, Ваня, поешь или я? Чё я? Юра, у нас еще там остался ковер на стену. Шторы, тюли, одеяло. Мы это пока сюда тебе не ведем, здесь мыши поедят. Да, да. Только да, вот это вот основное. Пока у себя похороним. Там такое... Матрас тоже мыши поедят. Да и ладно, бог с ним. У нас уже не положишь нормально. Тут у меня хорошие домашние мыши. И у нас столько мышей жило, и не съели их. Да? Вы же котячий корм оставили, они же шиковали всю зиму. Прикинь, мыши едят котячий корм. У нас они разбалованные очень. Подожди, Юр, вот так, смотри, легко взять. Вот за эту штуку и все. О, лавочка такая. Туда пошить подушки на нее, на эту Ну, лавочку. сундук то свинкам будет зашибка, да? Разве что паланталона перевозить. Ну да. Ну что, делать тут? Сейчас мы что-нибудь вам найдем. Есть, хотел спросить? А? Есть сигнализация?
Тут? Ну? Конечно. Плохо. Так бы вечером, Ваня, с тобой до дела сходили. Посмотри, сколько здесь хомутов. Смотри. Раз, два, три, четыре. Для 4 лошадей одновременно. Классно. Все, Юр, мы поехали. Приходи чуть что, как освободишься. Хорошо. Если освобожусь. Все равно, конечно, немножко жаль его рушить. Можно такое помещение, если бы оно было от дома больше, чем 5 метров, но реально 5 метров от дома. Было бы оно метров 20-30, сарай для кроликов, для овец, для свиней. Ну, можно, мастерская пригодилась бы. Но он весь вид портит хутора, когда все обновленное, и он стоит так близко к дому. Со временем все снесется. Все будет вот такой под цвет дома, все в одном дизайне. Перетащить его, ты ж кран не будешь заказывать, чтобы его перетащили. Разве что можно вот эти вот доски вот так вот отдельно сложить. И вот у нас здесь 10 квахтух будет как минимум в этом году. То есть у нас будет 4 индюшки водить цыплят, 10 кур водить цыплят. Это можно 14 помещений таких сделать переносных, а осенью на дрова попилить. Разве что так. Уже смотрим как-то помещение. Так что вот это действительно может еще пригодиться. Что такое резинка? Колечко на хвостик. Смотри. Это, наверное... Хвостик съели, а колечко осталось. Да, наверное, когда хвостик отпадает, вот это колечко, оно, наверное, падает и наверное, валяется. Заходи, Шанелька, заходи. Мне в гараж как раз пойдет. Ой, ведро. У меня в гараже нет ведра мусорного. Все пойдет. Ну, баня сегодня есть, и с ним классно. Мы кровать вынесли. А вот этого я уже потихоньку... Дима, принеси дров. Я подошел сюда, 3 минуты принес. Что, да? Или нет? Я не знаю. Ну, что время терять? Пришел, дров набрал. Оно такое... Вот такой вот, как, не знаю, как солома. КПД будет хорошее. А потом вот это вот можно на дорогу, где ямы, подкинуть. Потихонечку. Подожди, давай я даже... Давай попробуем так, вынести, иди сюда. Сейчас, наверное, снежок на тачку приведем. Его боком положим вверх. Ну давай. А что надо будет придерживать? Что, степлером и все, ветер не тронет. Очень любят они кушать дубовые листья прошлогодние. Траву не едят, вот, а листья любят.
Белка. Белка. Хотят кормить. Ты видишь, какие цвета будут у нас в этом году? А стандартный не будет редиски? Нет. А что ты не купила? Не купила еще. Ну и не надо, да? И не надо, эти посадим. Прикол. Желтенькая. Так, а это что? А это салаты. Ага. Пошли. Пошли. Яблочки, кому яблочки? Хорошие яблочки. Догоняй. Табун какой-то, да? Это получается у них Гриши 2, 3, 4, 5 жен и 6 детей. 2, 3, 4, 5. Богатый. Ну. Ладно, вас не обману. Гриша, на меня не скакать. Земля подсохла. Мы тебе нужны? Нет, вы мне не нужны. Спасибо, что вскопали, и все, хватит. Мы тогда знаешь, куда пошли? С мастерской что-нибудь повозим. Ну скажи мне, ты сейчас получаешь удовольствие? Да, получаю. А мы когда копали, то не очень. 2 раза подрались, 3 раза поругались. Зато вскопали. Вот уже несколько дней кролики живут в сарае. Запрыгивают туда, вот в эту дырку. Там у них водичка, комбикорм, зерно. Сюда выходят травки покушать. И особенно дубовых листьев. Не знаю, почему так любят. Листья-то старые, прошлогодние. Когда на улице плюс 12, рыба начала гулять. Ходит поверху, что-то собирает. Сейчас мы ему хлеба кинем. Пускай хлеб ест. Булочки. Джина бежит, думает, о, рыбу раздают опять, смотри. Довольная. Джина, рыбы нет, сегодня не ловим. А пчелок уже сколько плавает? Дохлых? Ну. Ну да, они прилетают попить, и их где-то волной, где-то ветром сдувает. А их, кстати, потом рыба ест, пчелок.
Тебе тут не жарко в теплице? Я уже вся вспотела. Я представляю, сколько в теплице градусов, если на улице плюс 12. Хотя дверь открыта. Плюс 16 или плюс 17 плохо вижу. Ну да. 17 градусов, считай. Тебе тут вообще можно в купальнике ходить. А если теплицу закрывать, то там все 20-30 будет. Ну, может 20 будет. Что, редиски самый раз. А желтая редиска, я надеюсь, это не геномодифицированная какая-нибудь? Знаю. Кстати, друзья, напишите в комментариях. Мы что-то вот в последнее время галоши используем. Но когда в них 10-20 тысяч шагов в день дашь, то к вечеру болит спина и ноги. Надо нам я вот уже сейчас пошел переобулся, надел кроссовки. Надо какую-то другую обувь носить. Галоши, сапоги очень неудобные. А в кроссовках тоже ж не находишься. Уже сами ходят в электропастух. Тут травка низенькая, зелененькая, потому что они здесь ее выедали всегда. Плюс они чувствуют себя здесь в безопасности. Надо будет как-то день-два выделить и пройтись по кругу. Где-то ветка упала, где-то столбик сгнил. Опять его поправить, этот электропастух, и уже каждый день их закрывать здесь. Со свинками, чтобы свиньи возле дома не рыли, чтобы овцы не блеяли целый день. Не ждали, пока им зерна дадут. Ваня зерно мелет. Да? Угу. Вот, и их еще и много. Нифига себе, ты что, замужем? Что ты мне сразу не сказала? Ты что, не видел? Нет. Давай посадишь редиску и давай чеши отсюда. Где еще мужа посади, да? Надеемся, что через 2 недели зайдет, а через месяц мы уже будем кушать редиску с кулак такую. Да, будем, точно будем. Ну, куда же пошли? В самый конец гектара. А летом то не загнать, потому что и здесь травы хватает. Тут, конечно, трава хорошая. Сосны верхушка сломалась. Витамины им подкатили. Водопой ихний, смотрите, с берегов повыходил. Осенью был 5 на 5 метров, а сейчас примерно 10 на 10. Тут уже карасей у нас будет. В прошлом году 1 миллион отнерестилось. Тут же ж нету ни раков, ни окуней, ни уток, тут им никто не мешал. Тут карасей вообще много. И глубина хорошая.
Прямо из берегов вышла эта сажалка маленькая. Новенькая овечка почти не хромает, ведь уже даже ступает на ногу полноценно. Она будет везде проходить, поправлять. Снег все позбивал. Тут трава вообще хорошая. И заметьте, овцы все здесь, а белка с Ваней зерно мелит. Там больше перепадет, чем какая-то трава. Там Ваня где-то зерна подкинет, где-то она сама украдет. Ничего, займемся. Ладно, овцы и ягнята уже тут траву едят. На этой сажалке даже ряска есть. И тут ее амуры не съели. Маленький пруд, а карасей будет в 10 раз больше, чем на том. Салат весенний очень вкусный, даже просто салатик, яичко и редиска, и все. Я люблю такие светло-зелененькие салатики. Не самые вкусные. Давай посмотрим, сколько я намолол. Оно когда целое, то оно само останавливается. А что ты когда молишь, то выходи отсюда. Ты ж вообще... Ну давай, пошли. Пошли. Белка тебя уже достала? Да. Белка. Ну, 80% бочки есть. Еще процентов 20 и хватит. А ты, я смотрю, уже 2 вида зерна кидал, да? Да. А ты знаешь, что забыл делать? Что? 100% забыл. Вот, витамины надо было кидать еще. По чуть-чуть. По чуть-чуть, по ложечке. Каждый раз зерно, витамин. Тогда получается комбикорм хороший. Тут пока донесешь, белка перехватывает. Вот, чуть-чуть закинул. Чуть-чуть витамина. Все. И опять зерном сверху. Белка, отстань. Я уже почти заканчиваю. И Ваня заканчивает. Целую бочку намолол? Угу. Молодец. Я тебе, Валентина, скажу, нормально ты так надышала. Плюс 20 уже. Сижу. Нагрела тут. Погоди, пчелка, ты можешь не по дорожкам ходить, ты же кошка. Ходи где хочешь, можешь в туалет сходить. Да, давай, я разрешу. Пчелка, сейчас получишь, выходи отсюда. Пчелка! Пчелка! А ну, тебе тут. Ты нельзя сюда. Псик.
Думает, ничего себе туалетик. Хороший, разгрябанный. Валь, а листья с чеснока когда будешь снимать? Они не дают ему пройти и пролезть. Я вообще их не буду снимать. Так он пройти не может через листья. Может. Он еще слабо вылез. Может и сможет. Все, последний рассадила. В смысле, а вот здесь еще ты три рядка. А там еще капусту посажу. Когда? Куплю семена и посажу. Пока посадишь, тут редиска будет по колено. Ты же всю высадила, и белую, и желтую, Вот, осталась и красную. половинка белой и целая пачка желтой. Все? Да. Все. Спасибо за семена. Главное, чтобы еще вкусная редиска была. Да. Ты сейчас, если закроешь эту теплицу, вообще будет там плюс 30. Так и должно быть. Можно неделю не заглядывать, через недельку полить уже, да? Ну да, будем поглядывать. Хорошо. Хорошо, сынок. Пчелка, ты такая навязчивая баба. Если мы, Ваня, это сегодня все разберем, тогда я уже смогу это разбирать все на дрова. О, еще одна полочка хорошая. Принеси, Ваня, шуруповерт, пожалуйста. Подписчики говорят, ничего не выкидывай, в новый гараж пригодится. Ну вот, временно единственное в сарай все буду вешать. Даже видел комментарий, говорит, старые крючки, говорит, ни в коем случае не выкидывай. Кто-то, вот мне понравился комментарий, написал, говорит, мы купили новые, говорит, они поломались. Мы купили второй раз новые, поломались. Говорит, сосед, говорит, что-то разбирал, нам дал старые, говорит, вообще не ломаются. Ну, сейчас действительно крючки порошковые, а раньше была сталь-то сталь. Да? Да. Пускай пока все, что не боится мороза, пускай здесь висит. И вот это на чердаке все повешено.
Наконец-то все из мастерской мы вынесли. А теперь их остается только потихонечку разбирать. Вот эти стены, крышу. И полить сразу же камин. Подметешь. А, шуруповерт мне подать. Шуруповерт забыл даже с собой взять. А дневник вы куда? Он все время дневники свои выкидывал. Это единственный, который у него остался со школы. Это на свадьбу я его жене покажу. Как он учился. А я твой видела. Ну так если мне не стыдно. А Ване немножко стыдновато будет. Скажи, я тоже неплохо учусь, да, Ванька? Ну, эти крючки здесь повесил. Чтобы все не лежало, а вот висело здесь наверху. Оно все не болталось. Вот так вот на крючках висело. Оп. Оп. И меньше места будет занимать на чердаке. Так давай я сейчас подам. Кстати, сюда на гараж, Вань, за зиму не влезла ни одна мышка. Вот как мы яд красивную траву положили, так она вот всю зиму и пролежала. Нет тут мышей. Это хорошо. Все, слазим, порядок навели, пошли. Пошли. Куры помогают.
Не будем павлинам обрезать крылья. Кстати, эту ночь все павлины ночевали на деревьях. В сарай никто не пошел. Благодаря ихнему крылу, видите, спокойно с берега залетела на этот домик. Сидит, думает, может снестись там внутри. Вань, ты крольчиху не видел? Где-то потерялась? Эти двое бегают, а этой веслоухой нету. Я уже все сараи обошел с фонариком. Булька с Диком здесь, Найда тоже нет. Найда! Найда! Обычно Найда есть всегда возле дома. Найда ее постоянно караулила, может, Найда ее поймала. Ну пошли еще по лесу походим. Ну, Найду искать. Найда! Найда! Найда, что ты сделала? Что Найда сделала? Димка, иди сюда. Плохая новость. Найда, Найда. Это поэтому она спряталась. Пропал кролик, пропала Найда. Да, нету Найды. В смысле нету Найда? Ну. Да, мы искали, Найды нету. Зову, Найда выбегает, как ни в чем не бывало. И что раз не сделала? Ну вот она лежит дохлая. Ох и Найда. Сейчас и что получается? Все? Получается, они их подушат. Блин. Она такая классная была. Видишь, мы были заняты, мы пилили, мы были заняты, никто... Так видишь, так столько дней никто ее не трогал, а сейчас вот решила. Ну, она уловила момент, когда мы заняты, и все. И взяла ее, задушила. Голову отгрызла и все, видишь. Но это точно Найда? Ну, она же сидит возле нее. Смотри, все понимается здесь. Все понимает, да. Это что такое, Найда, а? Это что ты наделала? Дик не такой вредный, как ты, дурочка. Что это такое, а? Все понимает. Найда, ты что наделала, а? Иди сюда, буду тебя бить сейчас. Сейчас буду тебя бить, иди сюда. Сюда иди. Так она и по ночам гуляла, и днями гуляла, все нормально было. Так они не голодные. Вот для чего она это делала? Ну так она что, не голодная. У нее, видишь, охотничий инстинкт сработал и все. А она, видишь, не боялась, бегала. Эти хоть боятся, убегают, а она не... А она вообще не боялась, она везде бегала. Обидно, да? У меня руки опустились, я хочу уже тех куда-нибудь двоих где-то. Не будет у нас кроликов.
плакать хочется, честно. А мы реально только что ходим и ищем. Думаем, куда-то пропала крольчиха. Нигде нету. Видишь, Найда раньше зайцев носила, теперь и кролика принесла, что ей. И тихонечко себе задушила, в лесу сидит. Сидит, не отзывается. Перенесли оставшихся кроликов вот сюда. Закроем. 2 штучки эти. И пускай здесь сидят. А завтра будем ехать в город, завезем их дядьке. Если их сейчас выпустить на свободу выгул, Найда их может съесть. Самих их забить на мясо невыгодно, неинтересно, потому что это породистый кролик. Лучше бы мы купили с разных мест, пускай дядька их разводит, да и все. Ну, а смысл нам... Смотрите, у нас овцы на свободном выгуле, свиньи на свободном выгуле, куры, индюки, как бы все животные, собаки, все гуляют, а кроликов мы будем отдельно держать, но это тоже овчинка выйдет. Может быть, когда-нибудь, если будет у нас загон? Да, когда там будет на сарае загон, тогда может быть когда-нибудь. Ну и вот смотрите, они неделю жили на свободном выгуле. Найда, она понимала, ну Дик и Булька даже не подходили. Она все время вот здесь вот лежала. Да. И караулила, все смотрела. Я говорю, Найда, фу. Дик с Булькой бы не задушили, Дик Булька умный. Но она тоже не глупая. Ну вот смотрите, она даже сейчас понимает, что она натворила. Она куда-то убежала в лес, ее сейчас во дворе нету. Все, она понимает, что она сделала вред, и она убежала в лес, и там что-то... Еды было просто немерено. Во, валяла и валяется у нас вот везде. Это кости, мясо. Она была не голодная. Просто у нее инстинкт охотника. Ну, потому что она их видит, они бегают возле нее. Ну да, видишь, я тоже... Ну, не будет кроликов у нас. Так а в клетках не хочется, но мне так жалко, мне аж плакать хотелось. Самая, ну, такая она... Если бы нам и тех не заводили бы. Ну, бегала, на круглые сутки бегала, ее никто не трогал. Дик с Булькой издалека наблюдали, все. А это, я смотрю, все, ходит за ней, ходит. Ее даже наказать невозможно, она все в лес убежала и все. И если ты ее побьешь, она вообще подходить. Она и так дикая, она вообще подходить не будет. Да. Ну, она поняла, в чем дело, но все, что... Ну, этих жалко будет тоже, если подавит. Пускай плодятся. Завезем. Поедем завтра, послезавтра поедем в город, завезем. Так, готовим фуагра. Ну, я думаю, это утиная печень у нас. Ну, чья бы не была, будет вкусно. Мне там больше всего нравится вот печень, вот она вот со сладким соусом. Вот это самое вкусное там в ней. Да, печень со специями получается, со сладким, она очень вкусно. Наши утки тоже не голодали. Ну, конечно, не принудительно мы их кормили, как нам нужно, тех гусей. И немножко подсолим. То есть нужна сама печень, а яблоки тоже для соуса? Ну, как бы да. Ну, чуть-чуть для соуса, чуть-чуть для добавления к этому что мясу. Это? Корица? Да. Гвоздика. Гвоздика и варенье из чего? Ежевичное. Да, надо такое темное. Вот. Так, кристаллизуем яблоки. Можно грушу.
Тещина ежевика. Да. Сливку. Корица запахла вкусно. Ваня наш печень не ест, будет амура копченого кушать. А мы будем есть вот это вот произведение искусства. Этот шедевр кулинарный. Ты как в ресторане сделала. Так и есть. Так из простых продуктов, а блюдо ресторанное. Так что если у вас в морозилке валяется какая-то печень, то ее можно сделать очень вкусно. С брусничным. Вот почему она такая вкусная? С этим сладеньким. Реально шедевр. И мне больше не надо, чем один кусочек. Ее достаточно на еду ставить. Угу. Можно, конечно, просто макаронов отварить. Ну, смотря, что муж заслуживает, да? Да. Все, всем до свидания, пока. Пока-пока.